Здравствуйте, мои дорогие. Еще одна чашечка сегодня. Здесь, знаете, как будто бы нашли какую-то идею, клад, что-то такое. Либо прекрасную какую-то идею, либо что-то, что вот светится как золото. Ну, вы нашли золото. Что-то здесь такое интересное. Будет найдена какая-то хитрая мысль, да, либо что-то, какая-то интересная такая. а, Интересный такой вот ход мышления у вас будет, когда вы сможете найти, может, правильное решение. Вот, какие-то обходные хитрые такие пути. Так, это вот по ближайшему будущему. Совсем близко. Часы и дни. Здесь идут у нас дни, ну, дни чуть-чуть дальше, да, здесь в чашечке чуть-чуть дальше. Отец держит в руках ребенка, смотрит и такой, интересные такие чувства сейчас. И гордости, с одной стороны, а с другой, то есть не вожделение, а вот как, вот это да, вот это я молодец. И вот ребенок это мальчик, я так понимаю. А он к нему ручки тянет. Ну, значит, у кого-то кто-то с мужем родит ребенка. Вот он держит его уже в руках. Я бы сказала, так странное какое-то не умиление у отца, а как будто признание ребенка. Что-то очень странное. Маленький-маленький. Немногословная чашка сегодня, но движение к цели вижу. Большое желание этой цели достичь, к небу буквально. Эта цель идет. Но опять, мне очень часто попадаются такие картинки, как женщина в короне. И вот эта корона вам дает возможность, я так вижу, как, знаете, как общаться с небом. Вам корона в виде птицы, которая вам буквально на ушко шепчет какие-то решения. От высших сил вам идет послание, хорошее послание, рабочие такие какие-то, ну как, решения, которые вам действительно помогут в жизни. Кто-то с большим грузом, какой-то большой человек, у которого на спине куча чужих обезьян, я так скажу, да, то есть он на себя взвалил столько, что, ну, невозможно. Или же здесь человек с каким-то багажом кармы. Вообще, ну, я бы сказала, стрёмный какой-то. Он как клешнями пытается уцепиться за вот эту гору вашу. Но мне надо знать, это плохой какой-то человек или нет. Что он хочет. Но вот цель – это ваши наработки. Где-то он взял чью-то гору себе на плечи, может быть. И проблемами это вылилось в его жизни. И вот он опять лезет уже на вашу работу, на ваше, то, что вы создали, то, что вы, ну, не знаю, накопили. Дотронулся пальцами. Ой, давайте смотреть, кто это такое и насколько у него получится. Сейчас. Это человек, который лезет. Друг, говорят, друг. Хороший, плохой? Скрытый какой-то друг. Закрывается. Кармическая ситуация, вы видите, что-то идет такое, но от чего вы не уйдете. Это может, знаете, как показаться. Например, вы находитесь дома, а к вам заявляется человек с какими-то проблемами. И вот он идет, эти проблемы к вам несет. Он не говорит: реши мои проблемы, но вы не сможете принять этого человека без его проблем. Он вам не скажет об этих проблемах, но проблемы эти придут вместе с этим человеком. Раскроется. Так, смотрите, тут прекрасное разрешение все равно идет, и слава богу.
А вы знаете, вы это решение дадите этому человеку. И этот человек тут же решит все свои проблемы. Они как в прах разобьются. Не будет у него этой кармы. И для вас, в принципе, не очень легко, очень легко. Очень легко. Какая-то кармическая ситуация, которая на человеке была, вы, не знаю, одним словом ее решаете. Что-то скажете, вот так, по щелчку пальца, это просто уйдет. Так, закрываю окошко все-таки. Просто по чашечке я вижу, человек правильно определил, что к вам нужно прицепиться, вот как к мощной фуре, когда маленький какой-то транспорт. Вы как спаситель. Это, например, есть гуру, да, к этому гуру примыкает человек. Ну или как можно назвать, мастер. Так. Я больше не вижу такого особенного сейчас. Вижу так общение с другом. Друг, ну как в виде собачки, в дань уважения вам ноги моют. Вот так вот, да. Так, прошу прощения, были звуки, но не буду вырезать уже. Все, я так вижу. Так, вот еще какие-то мелкие знаки. Я буду читать, скорее всего, буквы. Ра. Ну, работа, будем так думать, да, работа. Все равно почему-то идет первая ра-б. Рабы. Смотрите, рабы. Потом идет человек, гордо поднимает руки вверх, и такая, знаете, как будто бы сила в руках. И потом сос. То есть, либо вы искали работу, найдете работу, либо вы работу смените на то, что вам, как знаете, как уйдете от плохой работы, придете через спасение, как крикните какой-то клич, да, и люди, какой-то человек, может, вам поможет найти другую дорогу. Так, хорошо. Снова идут расчеты. Почему говорю снова? В прошлой чашке были какие-то цифры, знаки пи, расчеты, иксы. Вот тут у нас идет раскиданные буквы би. Так. Ну или так. В, С, П, А. 9 цифра. Ч, Ча, Че, да. 42. Y, И с точечкой. Y, X. Это же наоборот, вроде как XY, да, если хромосом. Так. Так, давайте же посмотрим то, что мы видели в чашечке. Вот мне про мужчину было интересно. Что там за такая странная ситуация? Держит на руках, ну и почему-то на вытянутых руках держит ребенка. Кто это такой вообще, этот мужчина? Как долго не было. Но это ваш мужчина. Так, мои дорогие, если у кого-то была ситуация такая, скорее всего, это только для вас. Или же так интерпретируйте, что вот, чтобы подходило хотя бы чуть-чуть. Вы беременны были? Мужчина закрыт. Вот, это вот для таких девушек. Вы в центре внимания, он на вас не забыл. Значит, я так вижу, что тут идет возврат. И я вижу, что это будет движением такое. Это скрытые какие-то процессы идут. Угу. Через время и расстояние мужчина приезжает к вам. Вашим отношениям мешали какие-то люди, третьи лица, что-то нашептывали. Если у вас не такая ситуация, вы там не были беременны, и какой-то мужчина вас не бросал, здесь может быть как расстались, да. Ребенок обозначает то, что новое, да, то есть он как рассматривает вашу идею, да, как вы можете вместе быть. Понимаете? То есть вот такая здесь интересная вещь. Он наказывает себя за то, что, вот, пожалуйста, наказывает себя за то, что был без вас.
Нашел ключик, сейчас идет к вам мужчина. Смотрите, сердце. Вот так вот. Хорошо. Я хочу, чтобы все прекрасные отношения, прекрасных людей, естественно, были, ну как, соединились, да, такие прекрасные люди. И если по судьбе, если все вас устраивает, то только мир, лад и спокойствие в ваших семьях. Пускай так и будет. Любовь царит, радость в ваших семьях. Я благодарю вас за ваше присутствие здесь, на этом видео. Спасибо за то, что составили прекрасную компанию. Благодарю за ваши лайки, за прекрасные слова, которые пишете мне. Безмерно благодарна тем людям, которые посылают донаты, которые финансово благодарят за мою работу. Я вижу, что работа нужна, и я действительно готова работать еще дальше для вас же. Пускай в ваших жизнях вам Вселенная помогает в разы больше, чем вы помогаете мне. Всего доброго. Пока-пока.